Всем привет, с вами снова Алина, и я заметила, что мое прошлое видео, где я рассказывала про лайфхаки моделей, набрало довольно много просмотров, оно вам понравилось, вы попросили снять продолжение, и сегодня я снимаю вторую часть. Модели это не какие-то небожители, это такие же обычные люди, как и мы с вами, но в своей профессии, в своей повседневной жизни они используют некоторые советы, которые мы с вами можем взять на вооружение. Совсем не обязательно быть моделью, чтобы использовать те лайфхаки, о которых я расскажу вам сегодня, я думаю, они пригодятся в жизни большинства из нас. Итак, что же такого необычного делают в своей жизни модели и что мы можем подсмотреть у них? О первом лайфхаке я узнала из интервью Кендалл Дженнер. Она рассказывала о том, что с самого детства ее мама Крис Дженнер приучила ее и остальных сестер из клана Кардашьян спать только на шелковых наволочках. И с первого взгляда это может показаться странным, какой здесь лайфхак, в чем смысл, почему они не могут спать на обычных наволочках, на каких-то хлопковых. А дело в том, что, по словам Кендалл Дженнер, так как она активно спит на лице, не может побороть эту привычку, она замечает, что таким образом она просыпается более свежая, чем если бы спала на какой-то хлопковой подушке, и она предполагает, как говорила ее мама Крис Дженнер, таким образом можно продлить свою молодость, минимизировать морщины. Не знаю насчет этого, но насчет того, что это позволяет просыпаться ей более свежей, в этом она убеждена на 100%. И, конечно, совсем не обязательно покупать какие-то наволочки только из натурального шелка, он очень дорогой, можно обойтись вполне и атласными, сатиновыми. В общем, главное, чтобы наволочка не растягивала ваше лицо, чтобы трение, которое она создает, было минимально. В общем, подойдет любая гладкая ткань, которая не будет растягивать вам кожу во время сна. Можно сказать, что это не только лайфхак моделей, а также и секрет всего клана Кардашьян. Второй лайфхак заключается в том, как же модели занимаются спортом, если у них нет времени, например, идет какая-то неделя моды, какие-то активные съемки, и у них просто тупо физически не находится свободного времени на то, чтобы посещать тренажерный зал и сделать полноценную тренировку. Так вот, 90% моделей просто обожают упражнение, которое называется планка. Я думаю, многие из вас о нем слышали, и это просто супер упражнение для тех случаев, когда у вас нет времени, нет места, либо вы там в отпуске и просто хотите поддерживать себя в тонусе, и это упражнение действительно настоящее спасение. Во время его выполнения задействованы все мышцы нашего тела, а это именно то, что нужно, когда у вас не хватает времени. И хоть и с виду это упражнение кажется довольно простым, но попробуйте постоять в планке хотя бы минуту, если вы не подготовленный человек, я думаю, вам будет очень тяжело, и для начала попробуйте простоять в планке хотя бы 30 секунд, и затем увеличивать время и дойти хотя бы до 2 минут, в идеале, конечно, стоять в планке не меньше 5 минут утром и 5 минут вечером. В большинстве случаев это поможет заменить вам какую-то полноценную тренировку, не отнимет много времени и будет крайне эффективно. И, кстати, если вы хотите, чтобы я сделала видео с какими-то экспресс-упражнениями, то напишите обязательно об этом в комментариях, и я сделаю такой ролик. Не секрет, что все модели сидят на диетах, стараются придерживаться какого-то правильного питания, и для большинства людей, которые не имеют отношения к индустрии красоты, это, конечно, кажется чем-то невероятным, как же они выживают, а дело в том, что у них есть один такой лайфхак, который они подсмотрели у людей, которые занимаются фитнесом, бодибилдингом, и этот так называемый лайфхак заключается в том, что раз в неделю они устраивают себе так называемый cheat meal. Придерживаться какой-то диеты, правильного питания гораздо легче, если ты знаешь, что, например, в субботу или воскресенье на завтрак ты сможешь себе позволить огромную пиццу, огромный бургер, запить все это кока-колой и при этом не испытывать чувство вины, стыда за то, что ты там якобы сорвалась. Нет, это вполне так называемый официальный срыв. И мало того, что он помогает психологически держать себя в рамках в течение всей недели, так еще и этот безлимитный прием пищи разгоняет обмен веществ, потому что если вы все время сидите на диете, то, как правило, ваш обмен веществ замедляется, а такие резкие пищевые изменения раскачивают ваш обмен веществ, ваше тело не успевает привыкнуть, например, к диете и не испытывает стресс, что нужно запастись побольше калорий, побольше жира. Поэтому, кстати, модели часто ловят папарацци, когда они едят какую-то пиццу, бургер, как, например, Джиджи Хадид, ее постоянно ловят с какой-нибудь нездоровой едой, но при этом она остается в прекрасной форме, и заключается секрет ее именно не в том, что она какая-то ведьма, нет, она просто любит устраивать себе читмилы, делает это регулярно, но всего один раз в неделю и в один прием пищи, но именно в этот прием пищи ты можешь есть столько, сколько в тебя влезет. И если вы сейчас озадачены вопросами похудения к лету, то обязательно устраивайте себе читмил, как это делают модели. И, кстати, если уж мы заговорили про Джиджи Хадид, то я хочу рассказать вам про еще один лайфхак, которым я сама пользуюсь очень много лет, и который я тоже услышала в ее интервью, и была приятно удивлена, что она тоже использует этот лайфхак. И этот лайфхак
пригодится вам, если у вас, например, неожиданно выскочил какой-то прыщ, вам нужно от него максимально быстро избавиться, а от прыща, по-моему, всегда хочется избавиться максимально быстро. И сейчас я вам расскажу, что же для этого нужно сделать. В одном из своих каких-то старых видео я, по-моему, рассказывала про этот совет. Заключается он в том, что вам не нужно покупать какие-то дорогущие средства от прыщей, которые там стоят целое состояние. Вам придет на помощь обычная зубная паста, но здесь важно, чтобы зубная паста была именно белая, без, знаете, вот этих вот каких-то вкраплений, либо какой-то гелевой текстуры. Нет, это нужна обычная белая паста, можно даже не отбеливающую, какой-нибудь там банальный Colgate, Блендамед, в общем, все то, что продается в любом магазине рядом с домом. Тут правило, чем паста проще, тем лучше. Итак, все, что вам нужно сделать, это нанести на ваше воспаление, на ваш прыщ немножко зубной пасты и сверху приклеить кусочек туалетной бумаги, желательно, если вы его чуть-чуть смочите в воде, но не так, чтобы он, конечно, весь расклеился. И лучше это делать на ночь, идти спать, и утром, поверьте, воспаление станет намного меньше, прыщ подсушится, и уже не будет таких там каких-то катастрофических масштабов. Я не знаю, что там за вещества в составе пасты, которые способствуют вот такому вот эффекту, но факт остается фактом. Если на вашем лице появился какой-то нежданный друг, то избавиться от него можно с помощью зубной пасты и не заморачиваться с покупкой каких-то супер дорогих средств. Также я уверена, что многие из вас, когда смотрели какие-то показы, какие-то съемки, удивлялись тому, насколько красивые, блестящие у моделей ноги, что же они с ними делают, что ноги действительно как будто бы светятся изнутри, но при этом этот блеск здоровый, холеный и не выглядит, как будто бы они обмазаны маслом. Это явно не масло, и что же это тогда? И многие заказывали там, я знаю, какие-то жидкие колготки, но эффект был далеко не такой. Все гораздо проще, не нужно покупать какие-то нереально дорогие средства, заказывать их там с Америки, с Европы. Нет, подойдет обычный ваш лосьон, которым вы пользуетесь каждый день. И дело в том, что очень многие модели добавляют свой повседневный лосьон перед какими-то съемками, какими-то показами, если им, конечно, разрешает дизайнер, немножко жидкого хайлайтера, либо каких-то светоотражающих пигментов, смешивают это все с лосьоном и наносят на свое тело, и выглядит так, как будто бы спустились с небес, чтобы ослеплять нас своей красотой кожи. И знаете, это совет из серии «Все гениальное просто». Кстати, я могу сказать, что не обязательно покупать какой-то жидкий хайлайтер, какой-то бронзер, потому что да, с бронзером, конечно, эффект получится лучше, ваши ноги еще приобретут эффект загара, но если, например, у вас нет бронзера, вы хотите сиять прямо сейчас, прямо здесь, то на помощь вам придет и обычный сухой хайлайтер. Достаточно немножко соскрести его из баночки, растолкать в пыль и также смешать с вашим лосьоном для тела. Эффект будет, поверьте, ничуть не хуже. Конечно, для какого-то более деликатного свечения нужно избегать крупных блесток, но если вы хотите просто сиять из космоса, то, пожалуйста, выбирайте какой-то хайлайтер, в котором есть блестки. Главное, хорошо распределить его по вашему телу, по вашим ногам, и ваша кожа также будет выглядеть просто супер холеной, как у настоящих супермоделей. Также все модели, у которых волосы трудно поддаются укладке, я знаю, что среди моих подписчиц тоже есть такие девушки. В общем, возьмите на заметку их совет, и заключается он в том, что если ваши волосы плохо поддаются укладке, ну вообще тяжело на них сделать локоны, то в день, когда вы будете делать эту самую укладку, лучше не мыть волосы, конечно, при условии, если ваши волосы не жирные, то есть не жирная кожа головы. В таком случае вам придется мыть голову каждый день, это неизбежно, но если у вас, например, нормальная кожа головы, либо сухая, но при этом волосы плохо поддаются укладке, пожалуйста, не мойте их там буквально за пару часов до съемки, до укладки, и уж тем более ни в коем случае не наносите какой-то бальзам, либо кондиционер. Это все утяжеляет волосы и препятствует качественной и эффективной укладке. Многие модели это знают, поэтому не моют голову в день показа, не моют ее накануне, и при этом, как я уже говорила, не используют какие-то маски и бальзамы для того, чтобы укладка держалась лучше. А еще эффективнее будет, если вы, например, на влажные волосы нанесете какой-то мусс, какую-то пенку, тогда укладка просто железно продержится. Лично я по своим волосам тоже заметила, что укладка у меня лучше держится, если я делаю ее не в день, когда я помыла голову, а на следующий день. Не знаю, опять же, с чем это связано. Может, это связано с какими-то воздействиями шампуня, с воздействиями бальзамов, но факт остается фактом. Если у вас не жирная кожа головы, попробуйте делать укладку на следующий день после того, как вы помыли голову. А еще одном лайфхаке я узнала, когда была на конкурсе Мисс Россия, и дело в том, что я знаю, что у многих девчонок, как и у меня, есть такая проблема, что если я съем чуть больше, чем нужно, то все, обтягивающее платье мне надевать ни в коем случае нельзя, и все очень усугубляется, если в этот день у тебя будет какое-то шоу, какой-то показ, то да, с таким
Пузиком выходить на сцену, на подиум ни в коем случае нельзя. И лайфхак заключается в том, что если ты знаешь, что ты там сейчас на диете, там, на каком-то правильном питании, стараешься не отечь, убрать лишнюю воду и при этом не умереть с голода, то тебе нужно съесть что-то очень калорийное, но очень маленькое. Например, подойдет даже какие-то, знаете, микро такие шоколадки, которые продаются на кассах в магазинах. Они довольно калорийные, но при этом они не забивают ваш живот, не выглядит так, как будто бы вы там на 5-м месяце. И это поможет не упасть вам в какой-то голодный обморок, для того, чтобы красиво выглядеть в каком-то обтягивающем платье. Понятное дело, каждый день так питаться ни в коем случае не стоит, но этот лайфхак поможет вам продержаться на каком-то ответственном мероприятии, блистать с красивым плоским животом и при этом не падать в обморок. Лично я заметила, что в идеале лучше съесть именно шоколад, ни в коем случае не кушать банан, потому что от банана будет противоположный эффект, ваш живот непременно вздуется, и уж тем более, конечно, не подойдет какая-то булочка, она очень быстро притягивает к себе воду, так что шоколадка — это лучшее решение. В принципе, это и были основные лайфхаки, которые можно подсмотреть в модельном бизнесе, о которых я хотела рассказать вам сегодня. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему большой палец вверх. Я обязательно сниму продолжение, если вы попросите об этом в комментариях. И если видео вам не понравилось, то ставьте ему дизлайк. Так я тоже буду видеть вашу реакцию, а я всегда стараюсь к ней прислушиваться. И, конечно, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Я обновляю его практически каждый день и всегда могу оперативно отвечать там на какие-то ваши вопросы, комментарии. В общем, всегда быть с вами на связи. А самое главное, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем видео. Пока!